Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на этом эфире. И сегодня мы поговорим о теме, которая интересна очень многим. Это тема «Женщина-супергерой» или «Что делает вас спасателем?». Кажется ли вам, что если вы не сделаете чего-то, то никто этого не сделает? Замечали ли вы, что когда партнер ведет себя безответственно, вам приходится брать все на себя? Если вы ответили «да», хотя бы на один из этих вопросов, то, скорее всего, вы тоже являетесь спасателем. И это довольно частый сценарий в отношениях. Итак, почему мы становимся спасателями? Человек не становится спасателем внезапно. Корни этой истории уходят обычно в детство, когда ребенку в семье присваивается определенная роль. Роль первая. Ребенок в роли помощника. Если в семье есть какие-то проблемы эмоциональные, финансовые, бытовые, то ребенку очень часто навязывается роль помощника. При этом ему говорят: что бы я без тебя делал? Я бы без тебя не справилась. И ребенок быстро усваивает, что его любовь проявляется через помощь и заботу о других, и что другие любят его только когда он оказывает эту помощь. Роль номер два. Ребенок как посредник. Если в семье родители часто конфликтовали между собой, то ребенок волей-неволей становился таким громоотводом. Он пытался все время разрядить обстановку, шутил, помогал, веселил, выступал посредником, по сути, между родителями. То есть он делал все возможное, чтобы сохранить мир. И, наконец, ребенок мог вырасти в семье, где родители были эмоционально холодными, эмоционально дистанцированными. И в такой семье ребенок, скорее всего, почувствовал, что для того, чтобы стать любимым, для того, чтобы его заметили, ему необходимо стать нужным, полезным, помогать, решать чужие проблемы. Все это сформировало в человеке глубокую привычку. Моя ценность в том, что я делаю для других. Став взрослым, такой человек переносит эту привычку на отношения с друзьями, с коллегами, с партнером. Спасатель чувствует внутреннюю потребность помогать, даже если его не просят об этом. Как проявляется роль спасателя во взрослом возрасте? Вы берете на себя слишком много ответственности. Вам сложно сказать «нет», даже если это вредит вашим интересам. Вы чувствуете себя виноватым, если не помогли, даже если это не являлось вашей задачей, даже если никто не просил вас о помощи. Например, если вам звонит подруга и жалуется на какие-то проблемы на работе, вам сразу хочется ей помочь, дать советы, может быть, предложить какие-то варианты решения проблемы. Но на самом деле подруга же не просила вас о помощи. Она позвонила вам, чтобы просто выговориться, и чтобы вы ее поддержали. Почему же спасательство кажется нам таким правильным и естественным? Потому что на уровне подсознания спасательство часто связано с ощущением собственной ценности. Если в детстве любовь и принятие были условными, если вам говорили, что вы хороший или хорошая только когда вы помогаете, то такая привычка закрепляется. Вы чувствуете себя хорошей только когда вы помогаете другим людям. И в результате вы начинаете верить, что вы не заслуживаете любви просто за то, что вы есть. Вы серьезно считаете, что любовь нужно заслуживать действиями. И в отношениях вы тоже пытаетесь все контролировать, потому что вам кажется, что если вы станете нужной или нужным, то вас не бросят. У роли спасателя есть, конечно, и негативная сторона. Приходится платить достаточно высокую цену за то, чтобы чувствовать себя нужным, ценным, помогая другим людям. В частности, спасатель испытывает постоянное напряжение и стресс, потому что он же должен все контролировать. Он не может ничего упустить из виду. Он должен все время быть в тонусе и помогать всем нуждающимся. Спасатель очень часто испытывает чувство одиночества, потому что он-то помогает всем, но ему оказывают поддержку очень-очень редко. Ну и, конечно же, спасателю очень часто приходится сталкиваться с разочарованием, потому что подсознательно он хочет благодарности, он хочет, чтобы его оценили. Но, как правило, благодарности не
дожидается, или благодарность проявляется не так, как ему этого бы хотелось.